Забавно было. Это было забавно. Бездействие хороших людей ведет к торжеству зла. Было не очень понятно, как мы можем здесь как-то приткнуться. Но все получилось. Мне нужны лекарства, а ему нужны были лекарства от эпилепсии для его сына. В какой-то момент я уже хотел вот с политическим разорвать свои отношения. Перед первой компанией у нас осталось на счету 20 лари. То есть мы были гуманитарной организацией, у которой было 500 рублей на счету. Верхний, прости господи, Ларс. Тогда понял, что вот какие-то кризисы мы как команда очень круто можем проходить. Война вообще не может не сделать людей взрослее, когда она вокруг тебя, ты на очень многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Насчет нашего будущего. Я точно знаю, что это будущее будет. Immigration for Action еще долго, я думаю, будет существовать. Но я пока что не случилось момента эврики, в который ты понимаешь, а вот как оно будет. Более 2 лет назад Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Миллионы украинцев были вынуждены оставить свой дом и бежать за границу. Многие из них оказались в Грузии. Так, 2 года назад в Тбилиси появился Immigration for Action. Это проект, созданный русскими мигрантами, который помогает украинцам в социальной, медицинской и психологических сферах, а также объединяет всех русскоговорящих, выступающих против войны. С апреля 2022 года участвующие в проекте закупают медикаменты для нуждающихся в них украинцев, а также проводят благотворительные акции в их поддержку. За последние 2 года проект собрал более 270 тысяч долларов, помог 9400 украинцев и организовал более 150 ивентов в поддержку беженцев. О самом Immigration и его работе мы поговорили с 5 сооснователями проекта. Пожалуйста, посмотрите это видео до конца, поставьте лайк, оставьте комментарий и подписывайтесь на наш канал. Поддерживайте Immigration for Action. Нет войне. Откровенно говоря, насколько я понял, название появилось раньше, чем сама идея организации, потому что мы эмигрировали, а надо было действовать. Появился Immigration for Action. Начинался очень скомканно, да, то есть мы сидели сначала в баре какой-то неопределенной компании людей, которые просто хотели что-то делать, потом как-то более-менее сформировался, костяк наиболее заинтересованных. В Хинкальме я почему-то очень помню все места, вот где происходит, то есть много таких ненужных совершенно деталей, я помню. Как раз, да, за Хинкалями, вот помню, название родилось, Женя сформулировал, вот, это было где-то в районе начала апреля как раз. Встретились с ребятами, с которыми были знакомы, когда-то по разным, на самом деле, совершенно проектам. То есть это не история, что там какая-то команда релоцировалась, это просто какая-то часть одной команды, и другие начали присовокупляться, в общем, к обсуждению проекта и того, что с нами происходит, и то, что мы можем в этих обстоятельствах делать. И собрались в марте, начали генерировать идеи. Это весна 22 года, еще сюда прибывают беженцы из Украины в Грузию, в основном с оккупированных территорий, но и не только. Все это какой-то вал, огромный масштаб, не очень понятно, что происходит. Появляются первые инициативы, которые уже национально занимаются не просто гуманитарной помощью Украине, да, отправляют в Украину, а собирают уже на беженцев в Грузии. Было не очень понятно, как мы можем здесь как-то приткнуться. Эти потребности были более-менее закрыты. Надо было искать, что нужно людям, и при этом, чем мы можем заняться. Вот. И так родилась идея с лекарствами, которую я, кстати, не поддерживал, потому что я человек тревожный. Сразу подумал, лекарства, медицинская сфера, типа, блин, мы же вообще не отсюда, что делать, вот, но все получилось. Изначально первая идея состояла в том, что мы закупаем часть медикаментов в качестве гумгруза и отправляем в Украину. И часть делаем небольшую точку выдачи, просто как другие гуманитарные организации, где можно условно прийти, взять быстро цитрамон, аспирин или еще что-то, что необходимо. Вот. А потом, когда мы начали раздавать вот эту маленькую часть, которую мы планировали, оказалось, что мы раздадим всю часть здесь очень спокойно. И то, что людям очень была нужна помощь в тот момент времени. Это было прям начало апреля 22 года. Я что-то там заболел, захожу в аптеку, потому что меня там прописали что-то от горла, например. И там стоит мужчина, украинец он. И на тот момент, кажется, была программа, что каждый украинец может получить лекарство на 100 лари в каждой аптеке. По крайней мере, это так преподносилось. И он был совершенно отчаянный. Вот он только приехал,
И было как-то вот столько боли, то есть он говорит, вот мне нужны лекарства, а ему нужны были лекарства от эпилепсии для его сына, и взрослые подгузники тоже для его сына. А ему там рассказывают какие-то бюрократические вещи, да, типа, ну, наша вот аптека не входит в эту программу, или там вам нужно иметь какую-то бумажку от кого-то. Человек только приехал, и вот он в этом дистрессе. Отец, который пытается для своего сына найти очень срочные вещи, да, потому что, ну, эпилепсия, как бы это не шутка. Так вышло, что я просто был в тот момент там, я зашел в эту же аптеку, я это все услышал, и я потом подошел к нему. У него даже не было сим-карты, то есть буквально только приехал, мы пошли вместе там в Макте, совсем рядом. Он сделал симку, и я взял у него номер, написал как бы ребятам, и на следующий день они от нас все получили. И это, по-моему, один из самых первых постов у нас в канале, в смысле вот именно с историей. Они там довольны с сыном стоят в обнимку и с этим пакетом, и там написано вот так и так, мол, мы помогли. Это дало каких-то вот душевных сил что-то делать, потому что, ну, такая прямая помощь, да, она всегда тебя как-то подбадривает. Расскажи про свой бэкграунд, который у тебя был до иммигрейшена. Я родился в городе Заречном, прекрасном. Это закрытый город в Пензенской области. Он до сих пор закрытый. Стал бакалавром международных отношений в Пензе. Стал потом магистром международных отношений уже в Москве. А с 21 года, наверное, я участвовал в «Пространстве кино». Это проект «Пространство политика», где я, собственно, познакомился с Женей Ляминым, с Игорем. Да, мы организовывали показ документального кино, ну, как бы политического, так сказать. И потом обсуждали и кино, и как бы проблемы, которые там поднимались. Мы, собственно, запускали этот проект в 2018 году в России с офигенной командой из тогда еще очень романтичных, идеалистичных студентов, которые готовы как бы верить в то, что дискуссия может нести такие большие общественные блага. Я тогда себя, да и сейчас, не очень-то считаю именно что активистом. Вот, то есть тогда я именно был как организатор дискуссий, и потом чуть дальше как уже координатор, организационный работник. До начала войны у меня было две сферы, наверное, интересов, как я это обозначаю. Первое — это все, что связано с выборами. То есть я там работала на выборах в Госдуму, на муниципальных. Потом была координатором движения «Голос», то есть когда мы наблюдали за выборами и так далее. То есть все, что с вот этой как бы сферой связано. А вторая — это все, что касается образования, либерального образования, дискуссии, лекции, дебаты. Вот, потом я основала свое дискуссионное пространство, в общем-то, делала уже то же самое. В какой-то момент я уже хотел вот с политическим разорвать свои отношения, но это вот я понял, я пытался, там у меня маленькая кофейнка была, я барменом работал, было интересно. Я чувствовал, что все не то и все не то, и вот клянусь, вот 14 февраля 2022 года я понял, что надо возвращаться в это все. Да, сейчас 2 года уже будет иммигрейшену. Как вообще все начиналось? Это все было очень спонтанно. Вот я пару дней назад пересматривал первые таблички, там вот как у нас вот формировалась система с запросами, там с номерами. Очень интересно, как инфраструктурно вот мы выстраивались. Сначала было все на коленке, мы там пакеты степлировали, на них писали номера, было очень все хаотично, просто они лежали на подоконниках, было интересно. То есть вначале это были безымянные пакеты, потом это были пакеты с цифрами, но еще пакеты. Вот, приходил Женя Лямин, у него как бы такой набитый организаторский глаз, видел бардак, ну такой вот. Картинка чуть-чуть как Лукашенко, когда приходит, типа, это бардак. Это же было в подвальчике, еще так живописно. Вот. Придумывали, что делать, ну, чтобы организовать. Тут ты приезжаешь, у вас тут это, там надо срочно найти столько-то денег, чтобы помочь человеку. Вот он приехал с оккупированной территории с ранением. Вот он стоит на битлеме, просто перевязанный. И вы такие, пу-пу, ну сейчас что-то придумаем. И каждый раз придумывали. Много приезжали из Мариуполя, например, вот только что как бы после осады, после тех разрушений, масштабов которых мы до сих пор не знаем. Вот. Это было, конечно, страшно, просто когда осознаешь, что люди пережили. То есть и действительно и без еды, и пили воду из батареи, и вот вся та жесть, которую, я думаю, частично все где-то слышали, это было.
перед первой кампанией у нас осталось на счету 20 лари. То есть мы были гуманитарной организацией, у которой было 500 рублей на счету. Это забавно было. Это было забавно. Но мы тогда собрали много денег в первую кампанию, да. Тогда трава была зеленее, это точно. Вспоминаю больше всего историю, когда женщина из Горловки, если я не ошибаюсь, да, из Донбасса, повторяла, что ее города больше нет. Пожилая, пережила как раз войну там, вот приехали они с дочерью в 22-м году сюда, и вот именно монотонно повторяла эту фразу: «Моего города больше нет». У нас был очень, как это сказать, бандитского уклада жизни человек, украинский беженец, который здесь очень сильно барагозил. С криминалом он был связан здесь и очень сильно постоянно появлялся у нас на площадке, не всегда трезвый, не всегда в хорошем настроении. Было много очень странных кейсов. Я вообще это не назвал забавным, честно говоря. То есть чувак нас кошмарил, мы вызывали полицию. Игорь ездил в полицию, типа, несколько раз в неделю. То есть мы сидим там на Бетлеме, он приходит и начинает стаканы бить на улице. Летит стекло, а он еще здоровый такой. В общем, да, Игорь на себя героически взял все эти взаимодействия. Вот там все закончилось в итоге тем, что о человеке сделали программу на грузинском телевидении. Но это ладно, это отдельная история. Вот. Самая сильная история, которую я помню, связанная с нашей работой, это когда после мобилизации мы начали гуманитарную кампанию на Дарьяле, на границе России и, собственно, Грузии. Это был какой-то дикий момент концентрации усилий очень многих людей. Верхний, прости господи, Ларс, тут вьетнамские вертолетики появляются на фоне, да? Вот люди отстояли там 7-8 сколько дней на Ларсе с той стороны. Вот они пережили, вот они действительно боялись за свою жизнь, потому что никто не знал. Военкомат, который развернули на Ларсе, это запугивание, как это оказалось, или это правда. Вот. Люди несколько дней были в нейтральной зоне. И вот они приехали, вот они в шоке, вот они не знают, что делать, а вот они мы. И мы организовали не только точку физической помощи, да, им там на границе непосредственно, но и информационную, за которую я отвечала. То есть мы провели несколько ивентов сразу же после того, как они приехали. Про Грузию, вообще место, в котором они оказались, потому что очень многие люди приехали вообще первый раз и за границу, и в Грузию. И мы пытались им вообще объяснить, как здесь все устроено, какой-то исторический контекст давали, не знаю, экономический, культурный. Мы организовывали волонтерские смены на месте. И в один момент я начал координировать просто логистику. Я помню, как одновременно сломались 3 машины. Где-то, условно, подъезжая к Тбилиси, где-то там уже на границе, где-то посередине. А поскольку количество водителей было ограничено, и как бы если водители должны были приезжать, забирать одних, отвозить других, стало понятно, что процессы сейчас встанут, вот как бы возьмут и встанут. Но там удалось как-то, слава богу, это решить, причем силами самих ребят, которые были в этих машинах. Разливали чай, еду раздавали, говорили с людьми. То есть первое время, первые дни, это правда было очень мужно, потому что люди просто, правда, в шоке переезжали, правда, там бывали случаи, что человек перейдет границу и заплачет. Вот. Тяжело. Вот. Но при этом опыт, да. И вот я тогда понял, что вот какие-то кризисы мы как команда очень круто можем проходить. У тебя было перегорание? Многократно, я думаю, 100% оно есть. Но выгорание — это процесс бесконечный, он как бы будет с тобой всегда. Да, я в какой-то момент прям очень сильно, у меня опустились руки, я очень задавался там много вопросов и себе, и организации, и вообще как это все происходит. Ну вот, я с собой договорился. Сначала я думал, что со мной все нормально, а потом мне психиатр сказал, что у меня депрессия. Я такой, блин, это объяснило бы много моих каких-то ощущений. То есть вот сейчас я был в отпуске, и я думаю, отпуск, я отдохну, все будет хорошо. Я за отпуск только понял, насколько сильно я устал от всего. И я возвращаюсь из отпуска, и я такой, блин, мне хуже только. Расскажи про выгорание. Я слишком как бы
дурак я. Допустим, я мог выходить на дежурство 7 дней в неделю. Тогда мы еще 7 дней работали. Ну и плюс, как бы, психологическая работа, это, конечно, особенно, когда ты не психолог, особенно, когда ты только в теории знаешь, как, допустим, восстанавливаться. Выйдете погулять, типа, делайте, что любите, условно, ну, там, дышите, дыхательная гимнастика, прогулки. Я так думаю, прогулки дыхательные, прекрасно, прекрасно, да. Ну, то есть я уже был на той стадии выгорания, когда у меня ничего это, кроме как бы злобной улыбки, вызвать не могло. Как я справлялась, господи? Да никак. Никак. Благо, ребята, волонтеры, уже тогда сформировалась команда, ребята брали на себя очень жесткие кейсы, которые даже я, условно, за полгода до этого мог бы не взять. Вот, и команда уже начала как бы работать, вот. Я не мог себе представить, что может вообще быть такое комьюнити людей, которые поддерживают, которые находятся друг с другом рядом, которым интересно разговаривать, и все еще объединены какой-то общей деятельностью, когда очень хочется делать. И самое главное достижение — это комьюнити. У нас каким-то образом получилось сделать офигенно крутую команду, и я, вот честно, я горжусь, что я был частью этого пути. Люди, которые окружают, люди с горящими глазами, люди верящие, люди с надеждой, комьюнити. Это то, что точно не меньше держало на плаву все это время. Когда мы стали такой уже очень, ну прямо организацией, да, а не просто, ну как бы группой волонтеров. Довольно много людей с нами работает, и это стало еще и, ну, как бы дополнительно важно, потому что мы даем возможность людям делать что-то полезное для них самих, да, ну то есть как бы мы позволяем людям помогать другим людям, создаем вот эту площадку, где это можно делать. Теперь это важно еще и потому, что у нас есть столько прекрасных волонтеров. Для меня это очень большой и ценный опыт увидеть то, как идеи очень практически реализуемые и понятные могут стать поводом для создания отличного комьюнити и объединения многих людей не просто по каким-то широким декларативным принципам, что часто заканчивается просто профанацией, а действительно устойчивым и сильным сообществом. А какая самая большая сложность была из всех? Ну вот что ты помнишь во время? Деньги, но одна сложность, к сожалению. Все остальное работает прекрасно. Если бы у нас всегда были деньги, это было бы хорошо. В Грузии очень сильно ухудшаются условия для жизни украинских беженцев, закрываются программы, клиники больше бесплатно не принимают, сложности с получением статуса беженца, и поддержка тоже падает, и у нас поддержка тоже падает. А люди остаются, они не уезжают, им некуда вернуться. Им нужна помощь здесь, прямо сейчас. Как бы одно дело это лето 22-го, когда очень много инициатив, все заряженные вот на этом трассовом двигателе как бы прут вперед, помогают. Вот. А другое дело сейчас. Другое дело, когда война стала рутиной, к сожалению, она стала, и это, ну, уже очевидно, причем, мне кажется, везде. Вот. А люди с проблемами, люди, которым требуется лечение, требуется лекарства, они же никуда не делись. Как бы мы небольшая организация, которая помогает украинцам в одном городе одной небольшой страны. Да? И довольно сложно быть на виду, сложно создавать этот отклик, потому что да, ну, люди устают, люди отписываются, и это... А ты как бы делаешь ну, относительно полезное какое-то дело, да, и это просто сложно постоянно быть вот в этом каком-то кризисе, постоянно быть каким-то незамеченным. Вроде бы, да, дело-то благое, да, вот этот... Ну, понятно, что за благие дела вообще особо не платят, но нам как бы нужны не деньги для себя, да, а для того, чтобы их использовать для помощи. Почему, по твоему мнению, необходимо поддерживать Immigration? Я не видел, чтобы команда настолько слаженно работала, и я уверен, просто я это видел, что это кристально честная система,
Вот тут действительно без каких-то гипербол. Мы очень хороши как бы в том, чтобы вот канализировать помощь от вас к людям, которые в ней нуждаются. Есть единственная проблема в нашей организации, это то, что нам не хватает денег на все. Процессы выстроены прекрасно, медиа потрясающе, все работает. Чуть-чуть денег нам не помешает, но вообще-то нам надо много очень денег, потому что лекарства это дорого, потому что когда у нас есть деньги, мы еще помогаем с операциями, мы помогаем с визитами к врачам. У нас понятная, прозрачная система помощи людям. Если вы чувствуете какую-то фрустрацию от того, что у вас не получается в этом принять участие, то можно кинуть хотя бы там 50 рублей, 100 рублей. Это уже какое-то лекарство, и людям уже будет лучше, они не будут болеть. Это именно что практическая поддержка. Это именно что вот самое необходимое. Лекарство, это все вот идет напрямую. Просто берутся средства, и на них закупается лекарство. Сразу, без каких-то вот, не знаю, там, проволочек. Не так много у нас, к сожалению, в арсенале осталось инструментов для того, чтобы продолжать на что-то влиять. И то, что есть такие организации, как наша, и множество других, которые, несмотря на общее сопротивление и каждодневную тяжесть, продолжают бороться с последствиями войны, пытаться повлиять на какой-то общий контекст. Мне кажется, очень важно не переставать быть в это вовлеченными, не превращать то, что происходит, в какую-то нормализацию, в какую-то рутину, потому что здесь очень легко как бы скатиться просто в какой-то как бы цинизм, вот, и от этого от всего отсепарироваться. Ответ очень простой, потому что мы помогаем людям, оказавшимся в беде, и потому что бездействие хороших людей ведет к торжеству зла. Представить вот эту ситуацию, что человек оказывается в другой стране, без всего, и он бежал из своей страны из-за войны, и часто наши бенефициары — это люди в возрасте, которым просто нужно принимать лекарства какие-то регулярно. И вот вы остаетесь без всего, вся ваша старая жизнь, непонятно, вернется она когда-либо или нет, и помочь с чем-то таким, жизненно важным, мне кажется, это может быть душеспасительно для вас, потому что это точно так для нас. Как на тебя повлиял лично Immigration? Вопрос хороший. В ходе нашей работы я понял, что такое взрослая ответственность. Пожалуй, так. Ответственность за команду, ответственность за людей, которым мы помогаем, ответственность как бы в таком уже очень взрослом смысле, наверное. Не знаю, совершенно какой-то трансформативный опыт. То есть как-то я вспоминаю себя там в Москве незадолго до отъезда. То есть мне вообще кажется, я такой какой-то был ребенок, какой-то пугливый. Здесь, я крышу сорвало просто, что могу сказать, я ничего не боюсь больше. Мне кажется, что многие вещи, их как бы гораздо проще сделать, чем казалось до этого. Война вообще не может не сделать людей взрослее, когда она вокруг тебя, ты на очень многие вещи начинаешь смотреть по-другому. Immigration for Action дал и нам, как сооснователям, так и людям, которые были все это время вовлечены, вот это вот какое-то возвращение субъектности, наверное. Мне кажется, это очень важно. Когда ты можешь повлиять даже на небольшие вещи, но тем не менее можешь. Мне кажется, это очень важно. Когда ты находишься в стрессовых обстоятельствах, тебе просто легче, наверное, не в тепличных условиях, тебе выстраиваются приоритеты более явные и понятные. Короче, тяжело, но я прожил это и, в общем, мне нравится. Я понял, что хороших людей, пафосные слова, да, такие добрые, но хороших людей много. Я думал, их меньше, что они близко. Вот и раньше я думал скорее, что это где-то далеко, там какие-то структуры работающие, не знаю, что-то такое более абстрактное, а это было вокруг меня. И я был частью этого. Ты хочешь вернуться в Россию? Да, я обязательно вернусь в Россию, это даже не вопрос. Есть просто общее ощущение, что
Я хочу жить только в одном месте на планете. Это страна, в которой я родился. Ответ простой, если как бы будет для этого какое-то окно возможностей. Ну, то есть это не какая-то история, в смысле, там, про ностальгию или про березки или еще что-то такое. Вот это больше история про то, что, ну, если возникнут обстоятельства, которые позволят это сделать, я думаю, что да. Я очень хочу вернуться в Россию. Я очень хочу вернуться в Россию. Честно говоря, обращаю внимание, что последние несколько месяцев у меня все больше и больше этих мыслей. Другое просто, что я не могу, но я вот уже жду момента в будущем, когда я смогу. Я очень хотел бы, да. Я свое будущее связываю с Россией все-таки, прежде всего. Каким ты видишь будущее иммигрейшена? Я точно могу сказать, что это очень синхронизируется с каким-то общим контекстом. Потому что ситуация неопределенности сейчас, мне кажется, она гораздо более глубокая и жесткая, чем даже ситуация неопределенности 2 года назад. Потому что тогда все-таки это еще были эмоции, дикое вовлечение очень многих людей, огромное количество креатива, идей и попыток противостоять войне и помогать людям, оказавшимся в беде из-за вторжения нашей страны в Украину. Сейчас же, как мне кажется, это такая ситуация холодного душа для многих, когда стало понятно, что это не спринт. И я не знаю, честно говоря, когда закончится война, это просто вопрос очень риторический. Он слишком риторический. Его фактор планирования вставлять, наверное, не стоит сейчас. Если закончится, то будем думать, но пока непонятно. Были разные планы еще в мою бытность в Immigration и расширение на другие города, страны, то есть типа франшизы. Вот. На самом деле, что может быть отфраншизено, я считаю, так это назовем, это вот слаженность работы команд, опять же, команды лекарств. Вот. Как это системно организовано, и вот такие точки выдачи, мне кажется, их не хватает, может быть, в том числе в странах Европы, где как бы помощи есть, но, опять же, моменты бюрократии. Сейчас у нас как раз идет большая дискуссия внутри команды насчет нашего будущего. Я точно знаю, что это будущее будет. Immigration for Action еще долго, я думаю, будет существовать. Но я пока что не случилось момента эврики, в который ты понимаешь, а вот как оно будет. Вот. А это для меня лично всегда очень важный момент, потому что я знаю, что он когда-то происходит. Не то, чтобы нужно просто сидеть и ждать, когда он произойдет. Нужно работать, но работать именно для того, чтобы случился вот этот инсайт, и стало понятно, как оно будет. Вот, наверное, это так. Помощь украинским беженцам — это тоже помощь будущей России. Это какой-то, наверное, кусочек будущего имиджа, то, что не все так однозначно. Что на самом деле есть и другая Россия, которую просто не видно за танками. Она есть. Я в том числе работаю в этом направлении. А дальше что-нибудь придумаем. Я думаю, что можно много чего сделать. Я пребываю еще в состоянии пессимизма ума, но оптимизма воли. Мы все прекрасно, с точки зрения пессимизма ума, мы прекрасно понимаем всех обстоятельств, на самом деле, в которых мы находимся, и то, насколько долго это все еще может продлиться. Да, в общем, я не думаю, что очень много людей, которые смотрят действительно на все с восторгом и с радостью на наше ближайшее будущее. Но оптимизм воли, его ни в коем случае нельзя терять, вот, иначе все похерится даже раньше, чем мы можем себе это представить. Поэтому держимся.